По ночам звучит надрывный кашель. Старенькая женщина слегла. Много лет она в квартире нашей одиноко в комнате жила. Письма были, только очень редко. И тогда, не замечая нас, все ходила и шептала: детки, вам ко мне собраться хоть бы раз. Ваша мать согнулась, посидела. Что ж поделать, старость подошла. Как бы хорошо мы посидели рядышком у этого стола. Вот этот стол пешком ходили, песни пели часто до зари. А теперь разъехались, уплыли. Вот поди же, всех вас собери. Заболел мать, и той же ночью телеграф не устал кричать: дети, срочно, только очень срочно приезжайте, заболела мать. Из Одессы, Таллина и Гарки, отложив до времени дела, дети собрались. Да только жалко, у постели они у стола гладили морщинистые руки мягкую серебряную прядь. Для чего же дали вы разлуки так надолго при ней стать? Мать ждала вас в дождь и снегопады, тягостной бессонницы ночей. Разве горе дождаться надо, чтоб приехать к матери своей? Неужели только телеграммы привели вас скорым поездам? Слушайте, всякое есть мама, приезжайте к ней без телеграмм.